Всем привет! Вот-вот прошла презентация Xiaomi, презентация длилась долго и показали много интересного. Но именно сегодня мы поговорим о новом смарт-браслете Xiaomi Mi Band 6. Компания Xiaomi в гонке производства спортивных браслетов не оставила шансов многим другим компаниям, так как с течением нескольких поколений устройства исправила множество косяков и пришли к практически идеальному исполнению гаджета для массовой аудитории потребителей. С момента выхода пятой версии браслета прошло 9 месяцев, что не так уж и много. Вы бы могли сказать, зачем так часто выпускать или что еще можно добавить, но изменения есть и они серьезные, о чем мы с вами и поговорим. В первую очередь изменился дисплей. По сути, это одно из важнейших изменений в поколении браслета. Это тот же AMOLED-дисплей, но он стал значительно больше прошлого поколения и составляет 1,56 дюймов против 1,1 дюйма. А в четвертой версии вообще 0,94 дюйма. Приличный прирост. А самое главное, что теперь порядком больше информации влезает на дисплей. Помимо размера экрана повысили и разрешение до 152 на 486 точек, и это 326 пикселей на дюйм. У Mi Band 5 поколения был 291 пиксель на дюйм. Еще убрали сенсорную клавишу под дисплеем и перешли, как по мне, на футуристичное управление свайпами. По удобству будет видно с течением времени по опыту использования, а в теории звучит интересно. Еще Mi Band 6 официально получил 130 новых циферблатов, что не может не радовать, так как вы в любой момент можете сменить циферблат, если старый надоел, и он не будет мозолить глаза. Также браслет распознает 6 видов активности: это ходьба, бег, езда на велосипеде, гребля, кроссфит и беговая дорожка. Допустим, если вы сели на велосипед и поехали, то браслет распознает и в автоматическом режиме запустит тренировку. Очень удобно, если вы забыли сделать это в ручном режиме. Это значит, что браслет о спортивной составляющей думает о вас. Ранее такой функции не было. Общее количество тренировок также увеличилось с 11 до 30 возможных. В четвертом поколении вообще было 6 тренировок, а ведь чувствуется прогресс, не так ли? Браслет умеет отслеживать круглые сутки ваш пульс, но в качестве новой функции добавилось отслеживание количества кислорода в крови, ведь такого нет нигде в таком бюджете. Также можете следить за качеством своего сна путем его отслеживания через специальное приложение, встроенное в браслет. Как заверяет компания Xiaomi, браслет при максимально возможных нагрузках держит заряд аккумулятора на протяжении 14 дней, что является очень неплохим показателем при учете количества функционала. А если отключить отслеживание активности, то и все 19 дней понадобится до следующей зарядки. Зарядка магнитная, что очень удобно, что не надо вынимать капсулу из ремешка, как ранее. Полный заряд аккумулятора занимает около 2 часов. Также есть защита от воды по словам от Xiaomi, но не отмечена сертификация. По датчикам: трехосевой акселерометр, трехосевой гироскоп, пульсоксиметр и Bluetooth 5 версии. Встроенного GPS датчика здесь нет, например, как в Amazfit Bip, но и ценник браслета прилично отличается. Ремешки от прошлого поколения браслета, к сожалению, не подойдут, но на таком устройстве они дешевые, и каждый может себе позволить приобрести по несколько штук. Давайте перейдем к ценам. Браслет в Китае стоит 230 юаней, в переводе на рубли 2600. В Европе официальный ценник это 45 евро. А это уже 4000 рублей. Предполагаю, что цена в России будет где-то между этими ценниками. Есть еще версия с NFC, и она доступна пока только в Китае. Там она стоит 280 юаней, а в переводе на рубли это 3200. На мой взгляд, получилось интересное устройство, и обновляться с любого из поколений однозначно стоит. Все же это браслет, бюджетное устройство, и оно не так уж дорого стоит, чтобы обновляться даже с каждым новым поколением. Ну а вы подпишитесь на канал, чтобы не пропускать видео, поставьте лайк для повышения активности, чтобы помочь в продвижении с данным видео. Буду очень признателен. Ну и при достижении первой 1000 подписчиков будет конкурс компьютерной периферии, как я уже говорил выше. Ну а на этом у меня все. Всем алоха!